Всем привет! Китайская компания Realme продолжает удивлять своих фанатов, а также простых пользователей. Дело в том, что совсем недавно было объявлено о начале продаж сверхбюджетных смартфонов Realme Narza 50A и 50i до презентации, которая прошла 16 ноября. И все бы ничего, но на днях долгожданный смартфон Realme GT Neo 2 появился в России и сразу оказался хитом продаж. Также стоит отметить, что в официальном магазине Realme на площадке российского AliExpress новенький Realme GT Neo 2 уже стал доступен для покупки. И российские пользователи на данный момент купили продукцию компании на сумму более 2 миллионов долларов, 142 миллиона российских рублей за первые 10 минут продаж. Следовательно, за эти минуты россияне заказали уже 1620 смартфонов. И это неудивительно, ведь новый Realme GT Neo 2 получил красивый современный дизайн, AMOLED дисплей Samsung E4 с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 870, батарею на 5000 мАч, быстрой зарядкой на 65 Вт. Характеристики, скажем, прямо впечатляют, а еще больше удивляет цена. За этот, можно сказать, предфлагман. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! В комплекте идет сам смартфон, мягкий силиконовый чехол и ключ для сим-карты. И все на этом, спросите вы? Нет, еще есть зарядный кабель, блок питания на 65 Вт и разная бумажная документация. То есть это вам не компания Apple, я про комплект. Тут все на высшем уровне. Новый Realme GT Neo 2 по дизайну очень похож на смартфон OnePlus 9. Особенно это касается прямоугольного модуля основной задней камеры, расположенного в левом верхнем углу смартфона. Теперь поговорим о цене, ведь это самая главная фишка смартфона. Устройство доступно для заказа на официальном сайте компании. Цены: 450 евро за версию 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ своей флеш-памяти. 550 евро за вариант 12 ГБ оперативной и 256 ГБ своей флеш-памяти. Но тем, кто оформит предзаказ до 29 ноября, положена, конечно же, скидка 80 евро на базовый вариант и 100 евро на топовый. Также стоит отметить, что нас все-таки обделили. Версия, которая получила 8 ГБ оперативной, 256 ГБ своей флеш-памяти, в Европе не представлена. Как вы видите, цены отличные, но что с конкурентами? Итак, как всегда, я захожу на e-каталог. Мы знаем, что Realme GT Neo 2 в максимальной конфигурации стоит 550 евро. Это плюс-минус 45 тысяч. Давайте возьмем чуть-чуть больше, да, 48. Благо тут есть хороший подбор по параметрам. Телефон имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ своей флеш-памяти. Пожалуйста, 8 моделей всего лишь. OnePlus 9, Xiaomi 11T Pro, OnePlus 8, ну, старичок Xiaomi Black Shark 4, чисто игровой смартфон, Xiaomi Mi 10, тоже старичок. На мой взгляд, самый основной конкурент Realme GT Neo 2 это OnePlus 9. Как мы видим, характеристики его примерно плюс-минус такие же, но тут стоит мощный процессор, не энергоэффективный, что немаловажно. Мы можем сравнить цены всевозможных продавцов и выбрать, где можно купить с максимальной скидкой. Также мы можем посмотреть отзывы реальных потребителей и для себя что-то подчеркнуть. На мой взгляд, единственный конкурент Realme GT Neo 2 это OnePlus 9. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Гаджет получил отличный экран на 6,62 дюйма. Экран с высококлассной панелью Samsung E4. Он имеет разрешение 2400 на 1080 точек, то есть Full HD+. Плотностью пикселей 397 ppi. А вот частота обновления тут отличная, 120 Гц. Частота дискретизации касания тут уже 600 Гц. Сверху экран защищен стеклом Gorilla Glass 5-го поколения. Напоминаю, в лабораторных условиях компании Corning удалось выяснить, что данное стекло выживает даже при падении с высоты 1,5 метра. При этом производитель заявляет, что в 80 случаев жестокого падения с высоты до 1 метра оно также остается целым и невредимым, что является большим
плюсом. С точки зрения улучшения мы имеем лучшую плавность игровой сцены, и соотношение экрана к корпусу достигает 92,6%. В его верхнем левом углу находится отверстие для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Боковые рамки вокруг дисплея достаточно тонкие, и только нижняя немного потолще. Это ведь вам не флагман. Максимальная пиковая яркость экрана на солнце может достигать 1300 нит. Поэтому экран хорошо читаем даже под прямыми солнечными лучами. Смартфон оснащен однокристальной системой Snapdragon 870, которая является одним из наиболее сбалансированных решений по энергопотреблению и производительности. Напоминаю, это мобильный чипсет от Qualcomm, анонсированный в 2021 году. Процессорная часть разделена: главное ядро с частотой 3,2 ГГц и 3 производительных ядра Cortex A77 с частотой 2,42 ГГц. Это мощная часть. Вторая часть, как я и говорил ранее, энергоэффективная. 4 ядра Cortex A55 с частотой 1,8 ГГц. Отличие от предыдущего поколения является увеличенная частота. В программном тесте Geekbench 5.2 смартфон Realme GT Neo 2 набрал 1018 баллов в одноядерном тесте и 2622 балла в многоядерном. В Antutu смартфон набрал 718 тысяч баллов, что является просто рекордным результатом. Все игры на максимальных настройках для этого зверя прям легко. Что касается фото и видео, тут все хорошо. В Realme GT Neo 2 используется задний модуль с 3 камерами. Он состоит из широкоугольной камеры на 64 мегапикселя с диафрагмой f1.8, сверхширокоугольной камеры на 8 мегапикселей с диафрагмой f2.3 и макросъемки на 2 мегапикселя с диафрагмой f2.4. Если вы думаете, что смартфон заменит вам флагманы, то вы, можно сказать, ошибаетесь. Новый смартфон больше нацелен на игры, и поэтому фотосъемка не является сильной стороной Realme GT Neo 2. Также хочу напомнить, что он получил двухэлементную батарею емкостью 5000 мАч. От комплектного блока полная зарядка батареи осуществляется всего за 36 минут. В реальном времени на зарядку батареи от 10% до 60% требуется всего 15 минут. Энергопотребление достаточно экономное, а учитывая быструю скорость зарядки, можно не беспокоиться о времени автономной работы смартфона. Также к плюсам стоит отнести, что смартфон имеет 2 динамика со звуком Dolby Atmos, поддержку 2 сим-карт, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC порт, USB Type-C и предустановленный интерфейс Realme UI 2.0 на базе Android 11. Вот такой смартфон получился у компании Realme. Я очень рад, что у нас на рынке появился еще один очень крутой конкурент, который составит конкуренцию таким смартфонам, как Xiaomi, Poco и так далее. То есть действительно сейчас, как вы знаете, Xiaomi чувствует себя просто на высоте, но есть конкуренция. И вот, пожалуйста, Realme — это достаточно хороший игрок. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.